Сегодня я поделюсь с вами своим мини-трипом в страну, о которой многие слышали, но многие не видели. Страна, у которой население как в моем родном городе, а столица – настоящий портал в средневековье. Прикольно, да? Поэтому следующие 4 часа мы проведем в пути. Надеюсь, Эстония встретит нас солнечной, хорошей погодой. А пока расскажу про саму Эстонию и ее столицу Таллин. Эстония – это страна на берегу Балтийского моря, с населением около 1 300 000 человек. Это примерно столько же, сколько живет в моем родном городе Харьков. Эстония – это место, где скандинавская культура переплетается с советским наследием, а в сфере IT Эстония давно стала лидером. Столица Эстонии и один из самых хорошо сохранившихся средневековых городов в Европе – Таллин. Население Таллина составляет около 400 000 человек, что значительно меньше, чем в соседних балтийских и скандинавских столицах. Это делает Таллин компактным и уютным городом, где можно исследовать все пешком, при этом не теряя ощущения масштабности столицы. И для начала давайте разберемся, как можно добраться до северной столицы Балтии. Я выбрал автобус, прямой рейс, удобно и недорого. В идеале билет туда-обратно обошелся бы мне в 22 евро. Но я был бы не я, если бы не купил бы его в 1,5 раза дороже за 30 евро. Поэтому мой вам совет. Перед оплатой проверьте все параметры билета, чтобы ваша поездка была не только интересной, но и экономной. Ну что, добро пожаловать в Таллин, столицу Эстонии. Могу сказать, что погодой Таллин нас не радует. Но единственное, что приятно, так это нету мороза. На улице сейчас плюс 4, а для этих краев 23 декабря без снега, с такой погодой, это что-то нереальное. А сейчас я предлагаю найти транспорт, поехать заселиться в номер, оставить вещи и потом пойти и попробовать немножко больше узнать о Таллине, чем мы знаем из учебников и из Википедии. От автовокзала в центр можно добраться на автобусе или трамвае. Билеты продаются как на автовокзале, так и онлайн. Ссылка, как всегда, в описании. Я же решил заплатить картой в автобусе через терминал, но потом пожалел. Цена в 2 раза выше, чем при онлайн-оплате, и выбрать тип билета нельзя. Кстати, с 2013 года Таллин стал первым городом в мире, где для жителей был введен бесплатный проезд на общественном транспорте. Ну а сейчас я предлагаю сделать кратенький обзор, что тут есть, что тут интересного. Погнали смотреть. Сама комната по себе очень компактная. Как видите, тут вход, а тут уже кухня, а тут уже кровать. А вот здесь, вы думаете, это зеркало? Это душ. По сути, за 78 евро за 2 ночи вы получаете свое личное спальное место, личную кухню и свой душ. И кроме этого, тут есть парочка интересных вещей. А именно, сейчас вам покажу. Это куча разных чаев, какие только хочешь. Хочешь такой, бери такой. Хочешь кофеечек, бери кофеечек. Что вам хочется, то и берете. Также тут и в холодильнике были сливки. Что тут еще? Ну, понятное дело, столовые приборы, кастрюля, сковородка. Все есть. Поэтому я вам очень советую брать эти апартаменты. Они находятся относительно недалеко. Своя собственная кухня, душ, спальня. И плюс, эта цена всего лишь 78 евро я заплатил за 2 дня. А если вы будете брать еще ближе к вашей дате бронирования, то будет еще дешевле. Ссылку на эти апартаменты я оставлю в описании. Так как я приехал перед Рождеством, большинство музеев были закрыты в эти дни, но я не мог упустить возможности посетить что-то интересное, поэтому решил отправиться в музей, который точно удивит вас. И это музей Фотографишка.
Фотографишка – это популярный на весь мир музей фотографии, который существует уже более 15 лет. Да, может вы о нем и не слышали, но в Европе он довольно-таки известный. А теперь давайте пробежимся по ценам. Украинцам билет бесплатный, но нужно уточнять, потому что на листе с расценками не указано. Студентам варьируется цена от 10 до 14 евро, взрослым от 13 до 17. И как вы можете заметить, цены на билеты варьируются, и это зависит от самой выставки. А сами выставки меняются раз в полгода. Изначально музей «Фотофишка» был открыт в 2010 году в Стокгольме, а потом уже начали открывать разные филиалы по другим странам. И один из филиалов открыли в Эстонии, в Таллине, в 2019 году. Изначально музей был основан на идее фотографии, культуре и искусстве. Поэтому я думаю, что большинству молодежи будет интересно посетить этот музей, потому что тут куча разных мест, чтобы сделать классные фоточки. Так что берите на заметку, кто будет в Таллине, обязательно заходите в «Фотофишку». Тут куча разных этажей. Погнали смотреть дальше. Я сейчас на 3-м этаже. К сожалению, я не могу показывать, да даже не к сожалению, я очень рад, я это не буду показывать. 3-й этаж это что-то отвратительное. Сори. Либо я не понимаю искусства сейчас 21 века, либо они немножко не понимают. Нет, вам не показалось. Это дети. Хочу напомнить, что мы на 3-м этаже. В Эстонии в целом толерантно относятся к естественным темам. В школах эти вопросы обсуждаются открыто, что помогает детям воспринимать их как естественные. Так что выражение, которое мы так хорошо все знаем, что естественно, то не безобразно, оно имеет то значение в прямом смысле этого слова. Это, наверное, единственное, что я могу показать вам тут, за что меня не заблокирует YouTube. Потому что остальное все, извините, но 18+ там конкретнейший. Поэтому я сейчас иду на 4-й этаж, потому что мне тут немножко противненько находиться. В итоге 4-го этажа здесь не оказалось, поэтому я направился к выходу, чтобы успеть еще посмотреть вечерний старый город. Старый город Таллина вечером – это настоящая зимняя сказка. Узкие улочки с брусчаткой, украшенные гирляндами, и мягкая подсветка домов создают волшебную атмосферу. Но, как говорится, недолго музыка играла. Мой аккумулятор почти сел, уже становилось поздновато, и плюс надо бы уже где-то перекусить. И я решил сходить закупиться в местный супермаркет и заодно показать вам, что по ценам в Эстонии. Ну что, смотрим покупки. Всего чек у меня вышел на 13,5 евро. Йогурт, 3 бананчика, варенье, 2 пачки творога. Сейчас я забабахаю ужин, хлебушек и 6 яиц. И вот такой у меня закуп получился. Пишите в комментариях, это дешево или дорого. Я считаю, за 13 евро это, достаточно. Это смокота просто.
Короче, как видите, погодка не улучшилась, стало еще туманней, но вроде бы что-то проясняется, так, более-менее. Могу сказать, что я не ошибся, решив прогуляться пешком. Пока я шел, меня поразила интересная и необычная архитектура Таллина. Причем не только в старом городе, но даже в обычных райончиках. Посмотрите на эти домики, ухоженные, аккуратно покрашенные, и каждый отличается друг от друга. Это сразу бросается в глаза и оставляет очень приятное впечатление. Первая достопримечательность, которая встречает нас сегодня, это церковь Александра Невского. Сейчас позади меня находится один из самых главных и узнаваемых храмов Эстонии и Таллина. Это храм Александра Невского. И что самое интересное, он находится на холме Тоопема. Мы только что поднимались в самую вершину. Было очень, кстати, тяжело подниматься. Горка такая не маленькая. И что самое интересное, он находится напротив парламента Эстонии. Хотя храм считается одной из визитных карточек Таллина, он до сих пор вызывает споры среди местных жителей. Построенный в конце 19 века, когда Эстония была частью Российской империи, он стал символом имперского влияния. Дополнительное недовольство вызывает и его расположение. По преданию, на этом месте была могила легендарного эстонского правителя Калева, что многие воспринимают как акт русификации. Мы продолжаем наш путь, и всего в нескольких шагах от церкви Александра Невского расположен Домский собор Таллина, и этому храму уже аж 765 лет. Он был построен аж в 13 веке. После того, как основали Таллин, его сразу же построили. Изначально храм был католический, но со временем он поменял свою конфессию и стал лютеранским. Собор выполнен в готическом стиле, с элементами барокко. Внимание привлекают старинные надгробия, резные деревянные гербы и главная достопримечательность – орган, установленный 110 лет назад, а его звучание, как и сотню лет назад, поражает чистотой и мощью. Как я уже упоминал, часть старого города расположена на холме. И сейчас я отправляюсь на две популярные смотровые площадки, которые обязательно стоит посетить каждому. Но, как назло, погода решила сыграть с нами злую шутку. Туман был настолько густым, что даже дома через дорогу еле-еле просматривались. Ну, как вы поняли, с погодой мне очень повезло, чтобы смотреть вид на Таллин. Короче, у меня нету слов. Надеюсь, завтра будет получше погодка. Но на следующий день мне все-таки удалось увидеть и показать вам этот потрясающий вид на Таллин. По пути к одной из главных церквей старого города я решил прогуляться по двум красивым историческим улочкам. Сейчас я иду по улице, называется она Пик Ялк. Есть просто улица Пик, а есть Пик Ялк. Вот, типа Пик малая, типа того что-то там, ну как второстепенная. Вот. И посмотрите, какая она просто исторически красивая, просто. Лёхике-Ялк и Пик-Ялк были единственными улицами, соединявшими Нижний город и Вышгород. А вот эту башню возвели в 15 веке, и она защищала бюргеров Нижнего города от произвола дворян Вышгорода. Кстати, соединены улицы такими интересными воротами. А название улиц Лёхике-Ялк и Пик-Ялк переводится как «короткая нога» и «длинная нога». Так что, выбирая маршрут, можно решить, по какой ноге идти. А сейчас мы находимся рядом с одним из самых интересных зданий Таллина. Это церковь Святого Николая. Она включает в себя как и храм, так и музей. И будет интересно посмотреть, что там внутри, так как церковь была построена в 13 веке, точно так же, как и Домский собор. А именно немецкими купцами. Первоначально она служила не только местом богослужений, но и укреплением. А сегодня в ней находится музей и концертный зал. А главная жемчужина – знаменитая картина Берта Нотке «Пляска смерти».
Так как сегодня 24 декабря, понятное дело, музей закрыт. Но мне стало интересно, открыта ли сама церковь, так как, по сути, ж Рождество должна же быть открыта. Не, закрыто. К сожалению, и церковь тоже закрыта, что, кстати, очень странно для меня. Ну ничего, мы не расстраиваемся, так как дальше нас ждет что-то, ради чего многие и приезжают именно в Таллин. И это рождественская ярмарка. А на площади сейчас полным ходом идет рождественская ярмарка. Запахи выпечки, жареного, вареного несутся со всех сторон. И что самое интересное, с 16 века на Ратушной площади уже начинали ставить рождественскую елку и проводить всякие рождественские ярмарки. Так что это уже, грубо говоря, традиция спокон веков передается в Таллине. А сейчас я предлагаю посмотреть, что тут по ценам на рождественском ярмарке, что здесь есть интересненького, и сравним с ценами, которые были в Вильнюсе. Выбор здесь просто нереальный. Куча всего, что можно попробовать, согреться горячими напитками и купить что-нибудь на память. Но если честно, цены немного кусаются. Все-таки ярмарка больше ориентирована на туристов из Скандинавии. И понятное дело, здесь все выходит дороже, чем в столице Литвы. И самый главный напиток Рождества — это, наверное, глинтвейн, самый популярный. И он там стоит на ярмарке 6 евро, безалкогольный. И сейчас я вам покажу место, где можно купить его значительно дешевле. Если стоять лицом к ярмарке и ратуше, просто развернитесь на 180 градусов, пройдите пару метров по улице Мюнди и с левой стороны увидите китайскую кофейню. Да-да, именно китайскую. Именно там продается тот самый глинтвейн за 4 евро. Глинтвейн есть, 4 евро заплатил, сейчас попробуем. Он, кстати, совсем другой, как в Вильнюсе, намного вкуснее. Тот был такой более сладкий, но этот более кисленький. Так что, если хотите, заходите туда, вон там вот по этой улице, я думаю, вы сразу найдете. Ну что, посмотрели на средневековый Таллин, теперь пора отправиться посмотреть место, которое удивляет каждого своей необычной архитектурой. И это район Роттерман. Но вот это самое место, которое я вам хотел показать. Это самый современный и самый стильный район Таллина, который совмещает в себе индустриальную архитектуру 19 века и современные архитектурные решения, которые вы можете сейчас заметить позади меня. Поэтому я предлагаю пройтись немножко вглубь этого района и посмотреть, что там будет интересного. Почему следует посетить именно этот район? Потому что это идеальное место, чтобы почувствовать тот самый контраст между историей и современностью. Так как раньше здесь находились мельницы, склады и фабрики, после реконструкции старые кирпичные здания гармонично соединили с современной архитектурой, превратив район в модное место с ресторанами, магазинами и офисами. Ну что, мы уже целый день гуляем по Таллину, и настало время подкрепиться. Я уже немножко проголодался за целый день. Вон, тут даже висит знак, потому что надо уже идти кушать. Так что у меня есть одно место на примете тут, так что погнали посмотрим. Заведение, в которое я решил отправиться, пользуется популярностью в Эстонии, а особенно в Латвии. Но сегодня не про Латвию. Лидо – это кафе-бистро, чем-то похоже на украинскую позату хату, но благодаря интерьеру и еде оно больше похоже не на обычное бистро, а на полноценный ресторан. У меня получился не самый богатый ужин, но очень вкусный, сытный и, главное, недорогой. Всего 11,5 евро. Поэтому советую вам. После сытного ужина самое время прогуляться по вечернему Таллину. Узкие улочки, подсвеченные фонарями, создают особую атмосферу, а средневековые здания выглядят еще более загадочно.
Сейчас я на площади Свободы, и посмотрите просто, как много машин. Ну, да, можно, конечно, сказать то, что сейчас очень рано, 9:30, никого нету, все спят, вообще пустота. Ну а сейчас мы с вами отправимся в один из самых знаменитых музеев Таллина, это морской музей. Расположен он в старых ангарах для гидросамолетов, построенных еще в 1916 году. Но главное здесь, конечно же, не здание, а экспонаты. Первое, что привлекает внимание, это настоящая подводная лодка «Лембит». Ее спустили на воду еще до Второй мировой войны, и она прекрасно сохранилась. В нее можно зайти и почувствовать себя настоящим подводником. И скорее всего, вам, как и мне, чтобы попасть внутрь лодки, придется отстоять небольшую очередь, но оно того стоит. Хотя, если у вас клаустрофобия, лучше подумайте дважды. Места внутри довольно-таки мало, а людей обычно много. Могу сказать, что с моим ростом 1,83 м тут достаточно опасненько ходить, потому что вот эти вот все штучки, еще немножко, и моя макушка будет касаться их. Ребятам, которые 1,90 м, тут вообще нужно пригинаться. Кстати, на борту было 32 члена экипажа, и все они работали в этом ограниченном пространстве. На лодке есть командный пост, машинное отделение, кают-компания и даже небольшая кухня. А вот здесь вот находится кухня, поменьше, чем у меня даже была в номере. Коечки вот такие вот, и все. Больше твоего личного пространства и нету, дальше все рабочее уже. В общем, если у вас нет клаустрофобии, обязательно сходите внутрь. Это уникальная возможность увидеть, в каких условиях жили и несли службу моряки Эстонии. Также в музее есть множество других не менее интересных экспонатов. А еще интерактивные зоны как для детей, так и для взрослых. Теперь давайте пройдемся по ценам. Сколько я всего заплатил за билет? Всего лишь 10 евро я заплатил за свой билет, используя студенческую скидку. А обычный билет взрослый стоит 20 евро. Это нереально большие цены, если честно, но музей того стоит. И напоследок советую вам заглянуть на набережную музея. Насладиться видом на море и подышать свежим балтийским воздухом. Вы, наверное, сейчас спросите, куда я пришел, что это за заброшенное здание позади меня? А я вам готов рассказать. Это здание, ранее известное как Дворец культуры и спорта имени Ленина. В 1980-х годах его где-то построили, когда проходила Олимпиада в Москве. А после распада Совка он перестал функционировать и просто превратился в такой арт-объект. Да, с виду оно не самое привлекательное, но главное здесь не здание, а виды. В хорошую погоду отсюда открывается потрясающий панорамный обзор. С одной стороны Балтийское море, а с другой Таллин. А вон там вот, смотрите, люди купаются. Сегодня 25 декабря. На улице сейчас где-то +1 или +2. А люди купаются, ё-моё. Вот вам и эстонцы. Ну вот и подошло к концу наше путешествие по Таллину. И я могу точно сказать, что Таллин меня удивил своей атмосферой, своей красотой и своей историей. На мое мнение, взяли Варшаву и Вильнюс и скрестили их, и получился Таллин. В Таллине вы можете найти разные современные архитектурные решения и классный, красивый старый город, который не хуже, чем в Вильнюсе. Ну а если вы хотите посмотреть и ощутить всю эту рождественскую атмосферу, то обязательно приезжайте в Таллин. Это отличное место, чтобы ощутить всю эту атмосферу и наполниться духом средневековья. Ну а если вам понравился этот выпуск, если его так можно назвать,
то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, я буду очень вам благодарен. И пишите в комментариях, в какую страну мечтаете поехать. Возможно, именно ваш комментарий будет моим следующим путем. И увидимся в следующем видео. Пока!